Всем привет! Многие просили меня сделать обзор на мультитул Laserman Rebar. Он довольно часто мелькает у меня в видео и во всяких наборах. Я почти постоянно хожу с этим мультитулом, и сейчас объясню почему. Первое, что выделяет этот мультитул, выгодно, перед всеми остальными, он максимально компактный для такого набора инструментов, то есть для такого количества функций. Он компактнее, чем Wave. У меня Wave нет, у меня, например, есть Charge для сравнения. То есть он компактней. Он намного тоньше, чем Charge. Давайте расскажу опыт его использования. Он у меня где-то уже, наверное, года 3-4. По поводу покрытия скажу сразу, потому что многие, покупая Laserman, например, Wave, либо Charge с черным покрытием, потом начинает страдать, потому что, например, видите, здесь у меня на Surge, вот здесь сейчас видео будет обзор Surge, сравнение с Victorinox Swiss. На нем видно, что покрытие стирается об внутреннюю часть рукоятки. Вот даже здесь видно, да? Есть риски такие от рукояток. И очень быстро приходит такой непрезентабельный вид, вот это покрытие, на вейвах, чарджах и Surge. Поэтому брать в черном цвете вот эти я не советую, потому что они очень быстро стираются. А вот с Rebar дело обстоит лучше, потому что здесь у него есть проставочки, там шайбочки маленькие, и он не касается пассатижами внутренностей рамы. Он касается немножко инструментов, может быть здесь немножко потерлось, но к тому, что прям ярких таких следов протертостей нет. Поэтому черный цвет на Rebar, мне кажется, прикольный довольно-таки, и его можно брать, потому что он не вытирается. Хотя серебристый в кожаном чехле выглядит вообще офигенно. Сейчас фотку вставлю, мне кажется, тоже можно взять. А теперь по поводу самого мультитула давайте быстро пробежимся по функциям. Как я уже показал, он компактнее, чем Wave. Давайте мы его быстренько померяем. 10 сантиметров в высоту. По кнопке меряю 3,5 сантиметра в ширину, в самой высокой части по этой кнопочке. И в толщину он 17 миллиметров. Давайте взвесим, но единственное скажу сразу, он у меня немножко нестандартный, поэтому вес от стандартного может немножко отличаться. Но я думаю, там несущественно, потому что я поменял ножницы на колечко, чуть позже покажу. Вес мультитула 192,3 грамма. В стандарте он, наверное, чуть-чуть поменьше, там может быть на пару грамм весит. У меня просто он немножко изменен. Давайте быстро пробежимся по самому инструменту. Здесь у нас есть насечка в виде линейки, дюймовая и сантиметровая. То есть для того, чтобы воспользоваться линеечкой, вам нужно вот так вот разложить мультитул. Один из минусов, я не понимаю, почему Laserman сделал шкалу задом наперед. То есть вот отсюда начинается. То есть если вам нужно что-то померить, не знаю, к примеру, отвертку, вы прикладываете к этой стороне. Почему они сделали справа налево, а не слева направо, мне непонятно. При том, что с дюймовой все нормально, то есть она слева направо. А с метрической они почему-то, не знаю, мне кажется, это какой-то косяк, не доглядели, как-то странно, вы не находите. Все инструменты в данном туле находятся внутри, то есть снаружи у нас ничего не доступно, здесь только кнопки фиксации инструментов, все инструменты имеют фиксацию. Открываем тул, тут вот такие пассатижи, узкогубцы, то есть это именно узкогубцы, таким деликатным кончиком, можно какую-то мелкую работу выполнять. Смыкаются плотно, видите, в самом конце смыкаются. Этим можно крутить гайки, например. Губки кусачек съемные, имеют две разные заточки, то есть под мягкую и под более твердую проволоку, ближе к оси. Вот видно, да? В случае чего их можно поменять. Здесь у нас есть специальная выемка под обжимку для проводов, то есть сюда можно коннекторы засовывать, гильзы проводов и обжимать. Сразу еще вот такой первый минус, наверное, это линейка, а второй минус то, что острые края рукоятки при силовой какой-то работе довольно сильно наминают руку, потому что здесь острые грани, вы, получается, жмете прямо на инструменты и может наминать, то есть в перчатках работать приятнее. Хотя тул довольно-таки маленький, какой-то дикой силовой работы, я думаю, вы им делать не будете. Просто имейте в виду, что рукоятки впиваются в ладонь. По поводу небольшой модернизации, я покажу все инструменты и что я в нем поменял.
То есть в этой рукоятке у нас находится клинок. Давайте я вам померю. Целиком он 7 сантиметров, а режущая кромка 6. Так, клиночек. Дальше у нас идет вот такое шило-развертка с отверстием, например, под нитку. Можно что-то шить, можно делать отверстия. Шило очень хорошее. Это то, чего мне не хватает, в общем-то, в Wave, в Charge. Я считаю, что шило очень полезный инструмент для мультитула. Далее у нас идут две вот такие шлицевые отвертки разных размеров, чуть поменьше, чуть побольше. Вот эту отвертку, да, вот это, по-моему, я менял по гарантии. То есть я какой-то очень закисший винт пытался ей открутить, и она у меня лопнула. То есть здесь довольно-таки закаленный металл, и она не согнулась, она просто лопнула. Без проблем поменяли. Вот это как раз остатки, ну это я уже еще крутил, но остатки от того, что мне его ремонтировали, немножко краска попортилась. Дальше у нас идет, вот это я уже добавил сам, вот такие ножницы от Wave. То есть, ну, купил где-то на барахолке, там на Авито можно купить, и вставил его вместо, сейчас покажу, что здесь было. Здесь было вот такое вот колечко стояло, тоже считалось как функция, как инструмент. Я вместо него, мне оно как бы не особо нужно, я вставил ножницы. Мне кажется, ножницы более нужный инструмент в мультитуле. То есть они с фиксацией. Жалко, черный не нашел. Было бы прикольно сюда черный поставить. Ну, вот какие были, такие поставил. Для того, чтобы их установить сюда, пришлось чуть-чуть вот здесь вот прям надфилем подточить. Ну, чтобы они другим инструментам не мешали. И дальше идет напильник. Напильник имеет две разные насечки с каждой стороны, покрупнее, помельче, и пилу по металлу. С другой стороны у нас серейторный нож. Все инструменты с фиксацией. Есть прям, ну, чуть-чуть небольшой люфтик есть. Дальше открывашка для консервов, для бутылок. Здесь инструмент, видите, для снятия изоляции с проводов. Следующий инструмент. Это отвертка PH1, PH2 совмещенная. Отвертка довольно-таки хорошая, она может залезть в какие-то глубокие шахты, плюс на нее, я сейчас вставлю картиночку, у меня, к сожалению, нет этих бит. Ну, подобные биты, только со специальным адаптером, сейчас на экране будет, покажу, как это выглядит, докупаете и можете использовать вот такие биты, либо обычные биты с помощью адаптера через вот эту отверточку. И следующее, это вот такая вот пила. Пила имеет направленный зуб, пилит она на себя. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что клинок доступен вот в таком положении только. То есть, когда вы работаете закрытым мультитулом, у вас может, например, не хватить, для того, чтобы дорезать, может не хватить немножко клиночка, потому что, видите, он вот так вот ложится. Ну, просто особенность конструкции. Если вам нужно что-то дорезать до конца, лучше резать, наверное, вот так. То есть так он большую часть кромки может использовать, там, например, если что-то на доске, продукты какие-то режете. Просто обратите на это внимание. В сложном состоянии клинок у вас находится сверху. Ну, по-другому здесь реализовать нельзя с внутренним хранением инструментов. По поводу кусачек. Ну, как по мне, у Лезермана одни из самых лучших кусачек на рынке. То есть сколько-то смотрел тестов, они реально выдерживают многое, плюс они сменные, без проблем можно поменять. То есть с проводами не справляется вообще без проблем. То есть не крошит. Я показывал, был он в обзоре на сок, то есть я сравнивал его с мультитулом сок, например, тот жевал какую-то тонкие жилы, да, в проводах, а этот без проблем, в общем-то, кусает любые провода. То есть и проволоку, там многожильные, одножильные провода, толстые, тонкие, вообще без проблем. Вот, поэтому вот такой вот мультитул. Есть свои недостатки, конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы. Как я сказал, что к плюсам относится, ну, хорошее качество сборки металла, к минусам можно отнести какие-то косяки, например, с линейкой, то, что клинок у вас будет находиться вот с этой стороны. Вот. В остальном тул очень хороший. Я
довольно часто его ношу с собой, то есть из-за того, что он компактнее, чем Wave, и при этом имеет довольно-таки большое количество инструментов. А если докупить к нему переходник специально, можно еще использовать его с битами. Хотя он вообще-то и так самодостаточный. Хотел бы еще упомянуть по поводу чехла. То есть я когда покупал, он был в комплекте вот с таким чехлом. Сам по себе чехол офигенный, кроме одного но. Я не понимаю, почему к этому маленькому тулу кладут вот этот чехол. Он у меня отлично подходит под сурж. То есть я использую этот чехол для суржа. Зачем в комплекте класть его с ребаром? Ну вот это вот. Ну вот куда это? То есть чехол просто огромадный на самом деле. Я его использую с Laserman Surge, а этот у меня всегда просто без чехла, потому что этот чехол очень огромный. Ну, кстати, не знаю, идеальный для меня чехол был бы, если бы, вот, например, вот к этому чехлу сделать вот такое же крепление на молле. То есть здесь только на ремень можно продеть, а вот это крепление молли мне нравится больше, его можно на рюкзаке разместить. При этом мне нравится вот здесь кнопка и то, что можно использовать боковые резиночки. А здесь боковых резиночек, к сожалению, нет. Здесь есть только карман подбитый. Но мне здесь не нравится липучка. Кнопка поинтереснее смотрится. Вот если Laserman додумался выпустить вот такой чехол вот с таким вот креплением, было бы вообще замечательно. Вот, ну что по итогу. Я вам показал, какие плюсы, какие минусы у этого мультитула. Поэтому, кто думает, что выбрать, сомневается. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, на все отвечу. Надеюсь, кому-то это было полезно, поможет определиться с выбором. На этом всем спасибо. Пока-пока.